Как найти самый лучший уровень в Geometry Dash? Совсем нелегкий вопрос, даже для бывалого игрока нашей игры. И сегодня я все же постараюсь дать на него хотя бы приблизительный ответ. Учитывайте, что все это лишь в теории, и на самом деле на каждого человека найдется свой лучший уровень, ведь вкусы у всех разные. Я опросил большое количество людей, чтобы собрать достаточно информации для создания данного ролика. Буду очень благодарен увидеть ваш лайк под этим видео. Ну а мы начинаем. Сперва нам нужно определиться, какие аспекты в уровне нам вообще разбирать и куда смотреть. Ну, как минимум нужно понять, что обычные уровни и платформеры это не одно и то же, и сравнивать их между собой будет достаточно глупо. Поэтому разбирать мы их будем отдельно. Для начала давайте определимся, какой сложности будет наш уровень. В среднем в уровень должны быть способны сыграть как и скилловые, так и начинающие игроки. Но при этом геймплей не должен быть скучным или повторяющимся. Как по мне, по такие рамки подходят в основном уровни от хардера 7 до инсейна 8 звезд. Именно они часто очень фановые и не слишком сложные, чтобы тратить на них много попыток. Очевидно, что в основе всего лежит геймплей. ГП нашего уровня должен быть максимально фановым, чтобы было приятно в него играть, без всяких слепых или канцельных моментов, хорошим синком, но лучше не full click sync, и скоро узнаете почему. Ну и естественно он должен быть читабельным, иначе экспириенс сразу портится. Примеров таких геймплеев очень много, но мне сразу на ум пришел Hipsonich. Ну или как это еще правильно произносить. Буквально все его уровни можно спокойно битать с первой попытки без практики, и играются они максимально фаново. В общем, я жесткий фанат его уровней. И вот мы подошли чуть ли не к самой важной части – фишки и механики. Что я здесь имею в виду? Ну, по факту любые интересные идеи, которые придают разнообразие обычному геймплею. Как, например, в уровне Muse Rush, где тебе в виде аниме-тянки нужно ломать кубики под музычку. Или серия Line уровней, где нужно в тайминг менять направление. Ну, или даже Aperture, и хотя там геймплей остается обычным, за счет этих нереальных эффектов воспринимается он совершенно иначе, как что-то вообще абсолютно новое. Подобные идеи переворачивают восприятие уровня с ног на голову. А начиная с 2.2, у креаторов такой простор для воображения появился, что сейчас добрая треть всех новых оцененных уровней имеет в себе какую-нибудь домеханику. Обыкновенным геймплеем, даже супер проработанным и качественным, сейчас мало кого удивишь. И тут на помощь приходят те самые механики, преобразовывающие уровень. При этом сама механика должна быть интуитивно понятна и не слишком сложна. Ну и также не должна багаться и ломаться, конечно же. В общем, если мы хотим отыскать самый лучший уровень, то без интересных гиммиков тут никуда. Теперь о музыке. Особо много про нее не скажешь, кроме того, что она должна хорошо подходить к тематике и настроению уровня, а также синковаться с ним. Но это мы уже возвращаемся в раздел геймплей. Ну, еще, конечно, желательно, чтобы трек был на Newgrounds, так как хоть заменять музыку в файлах достаточно легко, да, и теперь еще есть Jukebox, многим просто лень заменять музыку, поэтому лучше все же не выпендриваться и использовать музон с НГ. Кстати, из-за того, что я живу не на территории РФ, я до недавнего времени даже не знал, что сонги с Newgrounds теперь банально не скачиваются без VPN, так что этот пункт по факту уже не имеет особого значения. Что же по декору, то он должен максимально хорошо передавать настроение, а самое главное задумку уровня. Он должен хорошо друг с другом сочетаться и быть примерно в одной стилистике. Не должно быть перегруза, то есть когда дофига всего накинуто в один блок. Или так, чтобы у тебя в первом парте простенький модерн стиль, а в следующий парт вдруг начинается лютейший металлический босс-файт в космосе. С помощью декора можно также улучшить синк. Различными мувами, сменами цветов, пульсами и тому подобным можно помочь геймплею в репрезентации музыки. И обычно такой тип синка ценится даже больше, чем Full Click Sync. Он выглядит более профессионально и может показать уровень с разных сторон. В принципе, про декор также много чего не скажешь, кроме того, что он должен быть чистым и не иметь ничего лишнего, так как он сильно зависит от выбранных креатором настроения и музыки. Теперь на очереди у нас платформеры. Что же там по сложности, то, как я уже сказал, в уровень должны быть способны сыграть как и Зоэн, так и какой-нибудь Артем из соседнего двора, узнавший про игру лишь вчера. С платформерами это гораздо легче организовать. Тут даже изи уровни могут быть супер фановыми и интересными. Так что я бы сказал, что самая подходящая сложность где-то посередине, Hard 4 Луны. Однако тут это значение может спокойно меняться, и принципиально это ни на что не повлияет.
Но вот с Insane, думаю, уже слишком сложная сложность начинается. Так что туда нам, думаю, лучше не лезть. Геймплей в платформере — это достаточно интересная тема для обсуждения, потому что особых условий тут, собственно, и нет. Сложно точно определить, фановый ли в этом платформере геймплей или нет. Максимум, что тут можно пожелать, так это, чтобы он был разнообразным, ну и сбалансированным. А дальше это уже дело вкуса. И вот мы снова возвращаемся к нашим любимым механикам. В наше время платформеры не могут обойтись без них, они буквально на них строятся. Гиммики — это их неотъемлемая часть. Что-то удивительное, цепляющее и необычное. Вот что игроками приветствуется в платформерах. Поэтому если у классиков механики были не такой уж и обязательной частью, то платформерам без них никуда. И чем оригинальней, тем лучше. Музыка в платформерах, как мне кажется, нужна максимум для атмосферы. Засинковать платформер практически невозможно, ведь игрок сможет в любой момент остановиться, когда ему вздумается. Единственное, что реально можно исполнить, так это разные визуальные приколы под музычку. Но в большинстве своем музыка в платформерах — это какой-нибудь человый саундтрек на фоне, который нужен просто для того, чтобы не играть в тишине. Думаю, декор — это единственный сегодняшний пункт, который практически идентичен и в классике, и в платформере. Так что задерживаться на нем не будем, и перейдем к финальной части. Естественно, уровень должен как-то выделяться на фоне других, в нем должна быть какая-нибудь своя изюминка. Это может быть как и просто интересная задумка или идея, которую раньше никто не использовал, так и полноценная предыстория уровня или даже сюжет, как, например, в уровне White Space. Какой там сюжет, я вам сейчас рассказывать не буду, если захотите, то можете сами посмотреть вот этот ролик и узнать. В целом, такая деталь, как сюжет или оригинальная идея, может также сильно повлиять на восприятие уровня и даже отчасти погрузить игрока в свой маленький мир, свою вселенную, за счет чего может показаться, что ты уже не в GD играешь, а во что-то совершенно другое, или даже вообще смотришь фильм. Такого добиться нелегко, но есть десятки опытных креаторов, способные создавать в уровнях свои мини-вселенные. Тот же Xander Game яркий тому пример. Кроме White Space, свой собственный мир имеет как минимум его последний уровень — это Карнис. Из платформер-креаторов можно выделить Матью Гейма с его невероятнейшими воссозданиями различных игр внутри GD. Можно также упомянуть Виктама, который умеет создавать свой мир как и в классик уровнях, так и в платформерах. Его уровень Decay — это полноценная новая игра, а в уровне Инсинератор, например, есть свой личный сюжет и предыстория. В общем, таких примеров я могу привести еще много, но главную суть вы, надеюсь, уловили. Как вы могли заметить, критерии в этом видео достаточно обширные, и подходящих под них левелов может быть огромное количество. И да, так и есть. Получается, что лучших уровней на самом деле не один и не два, а гораздо больше. Список теоретически лучших уровней далеко не маленький. Ну а из этого списка каждый сам может выбрать свой собственный лучший уровень, по своим предпочтениям и желанию. Из своего круга общения я опросил немалое количество людей с вопросом: а какой, на ваш взгляд, самый лучший уровень? Результаты были ожидаемы. Каждый назвал мне совершенно разный уровень, что наглядно показывает, что теория не всегда соответствует действительности, и у каждого свой взгляд на красоту и проработанность уровня. От импосиблов до революционных уровней по типу What и... О нет, только не этот уровень. Были и шити уровни, несколько раз упоминалась Бубавамба. Если вам интересно мое мнение, то я бы выбрал уровень Crypt of Crendon. Шедевральнейший левел с фановым геймплеем и супер классной египетской тематикой, которая истекает из музыки, репрезентация которой оформлена на высшем уровне. И анимации там тоже очень сочные. Кстати, во время написания сценария к этому видео я узнал про канал HexiGD, на котором недавно прошел стрим топ 1 952 184 уровней в GD. И как думаете, какой уровень стал там топ-1? Generation Red.